Артур много лет работал водителем грузовика на деревообрабатывающем комбинате в поселке у подножия Саян. В свободные дни он уходил в тайгу за грибами и ягодами, хорошо знал звериные тропы и никогда не тревожил животных без причины. Однажды теплым летним утром, возвращаясь домой с полной корзиной лесной земляники, мужчина услышал из оврага слабое, прерывистое рычание. Спустившись ниже, он увидел двух молодых тигров. Один лежал в густой зеленой траве с рассеченным плечом, второй метался рядом и тревожно звал его. Судя по свежим следам и осыпавшимся камням, звери попали под небольшой обвал на склоне. Артур понимал, насколько опасны даже молодые хищники, но бросить их не смог. Он набросил на раненого тигра плотную куртку, осторожно перевязал поврежденное плечо и с трудом перенес зверя в старый охотничий домик. Второй тигр все это время шел следом, не приближаясь, но и не скрываясь. Несколько дней Артур приносил им воду и мясо, обрабатывал рану и разговаривал спокойным голосом. Постепенно пострадавший зверь окреп. За светлую полосу над глазом Артур назвал его Севером, а второго, более осторожного, Тайфуном. Когда Север снова начал уверенно ходить, оба тигра однажды исчезли среди густых зарослей. Артур решил, что они вернулись к вольной жизни, и больше их не встречал. Прошло 3 года. В один жаркий летний день мужчина отправился проверить старую лесную дорогу и угодил ногой между двумя тяжелыми бревнами, скрытыми высокой травой. Освободиться он не смог. Ногу сильно вывихнуло, а до поселка оставалось несколько километров. Солнце уже опускалось к горизонту, воздух становился прохладнее, а вокруг начали кружить назойливые насекомые. Артур понимал, что провести ночь в тайге без воды и возможности двигаться будет опасно. Внезапно в чаще послышался тяжелый хруст веток. Из-за деревьев вышли 2 огромных тигра. Мужчина замер, понимая, что убежать не сможет. Первый хищник подошел совсем близко, и Артур увидел над его глазом знакомую светлую отметину. Это был Север, а рядом стоял Тайфун. Тигры узнали человека. Север лег возле него, не подпуская других лесных зверей, а Тайфун исчез среди деревьев. Спустя некоторое время вдали раздались человеческие голоса и лай собаки. Тигр вышел к просеке, привлек внимание лесников и повел их к месту, где лежал Артур. Когда мужчины освободили пострадавшего и уложили его на самодельные носилки, оба зверя молча стояли у кромки леса. Север задержал взгляд на своем давнем спасителе, затем развернулся и вместе с Тайфуном растворился в зеленой летней тайге. Только тогда Артур понял — добро не исчезает бесследно, даже если его хранит сердце дикого зверя.